потрясающей красоты аэропорт, скажи. Как вокзал. Да. Всем привет, это Орел и Решка, и мы прилетели в главный город США, столицу Вашингтон, Д.С. Значит, Настя, это Так. город, где живут президенты, Так. сенаторы и дипломаты. Понимаешь, это город серьезных деловых мужчин. Так это же прекрасно, Птушкин! Я уверена, что они нуждаются в красивейшей блондинистой женской компании. Я тебя понял. Предлагаю решить этот вопрос путем переговоров. Принимается Решка. Орел. Добрый день, Вашингтон. Настюш, держи твой дипломат. Мне кажется, ты уже преувеличиваешь со своими золотыми картами, Антон. Ну, правда, это уже не смешно. Ну давай, не подведи. Все, уйди. Уйди. Уйди! Ребята, мы же все с вами понимаем, что неважно, со $100 Антон или с золотой картой, моя линия всегда интереснее. Настюшка, бедность здесь. Вашингтон – центр управления Соединенными Штатами. Во всем мире его уважают и боятся. Одно его слово может изменить судьбу целой страны. Согласитесь, не самый лучший город для веселого уикенда. Но если мы не рискнем, то никогда не узнаем, так ли это на самом деле. Парня, который что-то нарушил, они скрутили буквально за 5 секунд. «Орел и Решка» была в Вашингтоне 3 года назад. Ну и первое, что поменялось в Соединенных Штатах Америки, пока нас не было, это президент. Тогда было так. Hello, everybody. А стало вот так. I will be the greatest jobs president. Фигурка стоит $19, обалдеть. Доллары. Доллары. В Вашингтоне, чтобы не выделяться, я взял себе большую черную машину. Бронированную. И охранника. Тренированного. Птушкин! 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 Ой, это не машина. Это настоящий броневик. Эти стекла выдерживают попадание из калибра 7,62. Понимаете? Антон, $100 ты мне не отдал. Слышишь, они у тебя. Антон, мне жить-то не на что 2 дня. Птушкин, открывай! Если эта машина защищена от автоматического оружия, то от этой шантропы она защищена подавно. Здесь есть такая штука — электрошокер. Шарон. Смотрите. Give me 5. That's funny. Что это было? Это еще не все. Здесь есть микрофон. Можно поговорить с теми, кто стоит на улице. Настя. Что я хочу? Денег дай! Настя, вот этот человек придумал громоотвод. Просто используй его в следующий раз. На, бери, проваливай. Чтобы я больше тебя здесь не видел. Спасибо. Суровый Вашингтон. Пока Настя отходит от культурного шока, я продолжу вас знакомить со своим маленьким броневичком.
Его зовут GMC Denali. На таких в Вашингтоне ездят сенаторы, конгрессмены и даже сам президент Дональд Трамп. Потому что этот броневик — настоящий супергерой. Вам, наверное, интересно, чем бронированная машина отличается от обычной машины. На самом деле, вот внутри все абсолютно так же. Но стекла здесь толщиной 4 сантиметра. А во-вторых, они не открываются. В борта встроены пластины из особого материала — кевлар. Он защищает броневик от пуль. За сколько этот автомобиль разгоняется до сотни? Acceleration will be in 4.9. Я не понимаю. Какие-то ракетные ускорители сзади стоят? Но это еще не все. Если моему супергерою прострелят ногу, он все равно сможет резво бегать. Специально для этого здесь стоят колеса, которые даже в простреленном состоянии позволяют машине двигаться со скоростью 100 миль в час. А за рулем, разумеется, не какой-то таксист, а настоящий спец. Большой парень на переднем сидении — это Шарон. Сегодня он меня охраняет. Шарон Амар прошел армию и спецназ. Сейчас охраняет иностранные делегации, министров, шейхов и семьи богатейших американцев. Так что весь уикенд я буду в полной безопасности. За сколько? Да за смешные деньги. $6000 в сутки. Итак, мой уикенд в Вашингтоне начинается со станции метро. Первое, что меня сразу удивляет, посмотрите на вагоны этого поезда. Такое ощущение, что они из 60-х к нам приехали. Ну и судя по внутренности этого вагона, он тоже из прошлого. Полы все прожженные, мусор, грязь. Честно говоря, от столицы Соединенных Штатов я такого не ожидала. Ну, ладно, несмотря на то, что вагон выглядит как самый экономный эконом, надо наслаждаться городом. А я уверена, что он будет прекрасен. Видимо, не сегодня. Ну вот мы и встретились. Вашингтон — столица самой влиятельной, самой мощной страны в мире. Ну, во всяком случае, пока так. Вашингтон очень необычный город. Он не похож на типичную Америку. Я бы даже сказал, местами он похож на советский город. Ну смотрите, это здание похоже на какой-то дом культуры. Это на областной краеведческий музей. Это на горсовет. А вот типичный дом быта. В общем, желание фоткать налево и направо пока не появилось. По американским меркам здания здесь просто карлики. Ни одного небоскреба. Есть очень популярный миф, что в Вашингтоне дома нельзя строить выше, чем верхушка здания Капитолия. Это все брехня. Высота дома в Вашингтоне зависит от ширины улицы, на которой они стоят. Плюс 6 метров. Из-за этого правила в городе много воздуха, света и неба. Итак, что на первый взгляд из себя представляет Вашингтон? Здесь нет ни одной рекламы. Здесь нет проводов. Они спрятаны либо под землей, либо во дворах. Нет ни одного граффити, ни одного разрисованного здания. И здесь нет мусора. Ни одного фантика. В общем, все для того, чтобы граждане не отвлекались от госслужбы и благих мыслей. И да, в Вашингтоне очень широкие проспекты, что добавляет городу объемы, и кажется, что людей меньше. В Вашингтоне собраны все органы власти Соединенных Штатов. Его строили не для жизни, а для управления страной. Президент живет в Белом доме. Конгресс в Капитолии.
Министерство финансов в казначействе, Министерство обороны в Пентагоне, Сенат и мэр в здании Джона Уилсона. По сути, это город-офис, и ходят по нему одни шишки в костюмах. Боже мой, тут все такие деловые, на костюмах, на таком умнике, что я в своем худи чувствую себя каким-то бичом. Обычно богатые люди приезжают в Вашингтон не развлекаться, а решать деловые вопросы на миллионы долларов и встречаться с важными политическими деятелями. Что ж, не буду отрываться от коллектива. Я попросил организовать мне встречу с сенатором. И не в каком-нибудь Макдональдсе, а прямо у него на работе. Ковры, фотографии. По-моему, все административные здания в мире, не все выглядят одинаково. Раз в неделю сенатор проводит лекцию студентам. Пол Штраус, сенатор Вашингтона Федерального округа Колумбия. 20 лет в политике. Официальная зарплата от $165 тысяч в год. Хобби – бейсбол и яркие галстуки. Очень рад знакомству. Спасибо, что согласились встретиться. Oh, good. Well, as Washington, Моя прямая обязанность как сенатора — приветствовать дорогих гостей Вашингтона. convince your viewers Вашингтон — это лучший город Соединенных Штатов. Да что там, это лучший город в мире. Для туризма, бизнеса и для жизни. Так что милости просим. Пол, а расскажите, какие преимущества есть у сенатора? Никаких. Никто не выдавал мне бесплатную машину, недвижимость и не оплачивает отпуск на Сейшелах. Я, как и все, получаю зарплату раз в месяц и живу на нее. У меня даже нет бронированной машины. without Она мне и не нужна. Я чувствую себя в безопасности в моем городе. Единственное отличие — это именные номера сенатора. С ними я могу парковаться в любом месте. Ну, может быть, хоть бесплатный проезд на общественном транспорте? we have to pay to Нет, я плачу за все. on the benefit. Да ладно. Что не так с вашей страной? С Америкой все отлично. Просто, если ты американский политик, ты должен работать, а не делать вид. И, конечно же, быть ближе к народу. I know you have a car. Я знаю, что с тобой приехала подруга, у которой $100 на 2 дня. Я не хочу, чтобы люди подумали, что встречу с сенатором может себе позволить только богатый человек. Так что черкани мне ее номер. Что? Мне не послышалось? Сенатор хочет встретиться с Настей нищебродом? Я в шоке. Но сенатору не прикажешь. Спасибо за встречу. Thank you very much. Anastasia? Yes? Hi. This is U.S. Senator Paul Strauss, representing Washington, D.C. How are I'm you? sorry, what? Senator? Yes, I'm the senator for Washington, D.C., Are the city that you're visiting. This is joke, yes? No joke. I met your friend Anton, and he was telling me about your show. I wanted to know if you could come be my guest for dinner at a very special restaurant that presidents and kings have gone to. You're serious? No, serious. I'm shocked, sorry. I think yes. Yes, no problem. What's the address, this place? I don't know. How I can find this address? It's called Ben's Chili Bowl, and it's on a very famous street called Okay. U Street. Спасибо. Спасибо. До свидания. Чего? Я просто... мне только что позвонил сенатор города Вашингтон, Д.С. и предложил вместе пообедать в каком-то знаменитом ресторане. Что, простите? Сенатор сказал, что будет ждать меня в ресторане Ben's Chili Bowl в свой обеденный перерыв.
Это что, ресторан, в котором обедают политики? Это же обычная забегаловка с дешевым фастфудом. Может, я ошиблась адресом? Хотя нет. Здравствуйте, Анастасия. Nice to meet you. Oh, Я сенатор Штраус. it's so cool, really amazing. Рад с тобой познакомиться. Падай сюда. С удовольствием. Вау. Кстати, это место Барака Обамы. Он здесь частый гость. Ресторанчик Бен's Chili Bowl – это историческое место для Вашингтона. Во времена, когда в Америке ущемляли права темнокожих, хозяйка собирала их в своем кафе и кормила бесплатными обедами. Эта добродушная женщина работает тут до сих пор. К ней в гости приходят мировые политики и даже президенты. Почему вы решили встретиться со мной? Во-первых, я не хочу, чтобы все думали, что сенатор встречается только с богачами. Во-вторых, я хочу помочь тебе. Со 100 баксами ты не пропадешь в Вашингтоне. У тебя еще и останется. Смотри, тратиться на транспорт не нужно. Все достопримечательности находятся в центре. Большинство музеев у нас бесплатные. А еще на каждом шагу много вкусной и недорогой еды. Я тоже такую ем, поэтому и пригласил тебя сюда. Тут вкусно и дешево. Сенатор посоветовал мне заказать любимое блюдо Барака Обамы – фирменное хот-дог-меню с горчицей и перцем чили. Выглядит, конечно, как самый простой и заурядный хот-дог. А что нужно есть в начале – картошку или хот-дог? Делай, что хочешь. Это Америка. На здоровье. Сосиска просто невероятная. Во-первых, она огромная. Я прямо сейчас вам ее покажу. Посмотрите, какая она сочная, приготовленная на гриле. А президент знал, что заказывать. А я продолжаю свой безопасный уикенд в Вашингтоне. Шарон, если ты важная шишка в политике, и у тебя есть личная охрана, так нужно себя вести. Запрещено самому открывать двери, выходить куда-то и заходить без охраны. Нельзя пойти, куда захочется. Только туда, куда скажет телохранитель. Вау. Шарон, тогда подыщи мне безопасное местечко, где можно остаться на 2 дня. Шарон привез меня в старый район Джорджтаун. Здесь только элитная недвижимость. В целях безопасности больше никаких подробностей говорить не разрешал. Даже здание сказал не показывать. Сейчас мы пройдем охрану, и можно будет. Стоп, не проходите дальше, пока я здесь все не осмотрю. Первое, что должен сделать охранник, проверить помещение на наличие скрытых камер, жучков для прослушки и на наличие взрывчатки. Сэр, все в порядке, можете проходить. Знаете, друзья, ну вот охрана, она честно, она убивает всю спонтанность. Я, как обычно, хотел это наше знаменитое... Оно уже прошло. Его уже не вернуть. А квартира прикольная. А вот уже нет, понимаете? Is it safe? А это безопасно стоять возле окна? Меня же все видят и могут навести снайпера. Это специальные тонированные окна. Они не просматриваются, так что в квартире вы в полной безопасности. А вот выходить на балкон строго запрещено. Что это за наклейка? Это шпионский стикер.
который покажет, проникал ли кто-то в квартиру в наше отсутствие или нет. Во-первых, этот стикер номерной, то есть его как бы подделать практически невозможно. Но если ты такой умный и отклеил стикер, чтобы потом приклеить его назад, то как только ты его отклеил, он меняет цвет, и там проявляются водяные знаки. Все, для человека, который его наклеил, будет понятно, что уже кто-то был в этой комнате. То есть тут уже не обманешь. Как сказал сенатор, все главные достопримечательности города находятся на национальной аллее National Mall. Ну, проверим. Итак, вот Капитолий, вот Белый дом, вот мемориал Авраама Линкольна, а вот мемориал Томаса Джефферсона. И возглавляет все это монумент Джорджа Вашингтона. А еще на аллее есть парки, музеи, Национальная галерея искусств и даже ботанический сад. Это очень удобно. Можно хоть целый день гулять от одной интересности к другой. Это мемориальный комплекс Авраама Линкольна. Представляете, такой здоровенный Парфенон из мрамора построили только чтобы укрывать огромный памятник. А вот один из самых популярных видов, который изображен на каждой третьей открытке про Вашингтон. Это самая высокая постройка в городе – монумент Вашингтона. Ну и, конечно же, звезда Национальной аллеи. Самый знаменитый дом в мире – Белый дом. Класс! Вот он, дом всех президентов США, в котором сейчас прописан Дональд Трамп. Белый дом просто вызывает у меня какой-то особенный трепет. И вот он сейчас, практически на расстоянии вытянутой руки. В прошлый раз уже незнакомство с Белым домом не сложилось. Я, честно говоря, думал, что он будет больше, пафоснее, белее, что ли. Согласна, но этот домик только снаружи выглядит как домик в деревне. Внутри него целый город. 16 спален, ресепшн, библиотека, кабинет дантиста, зал для единоборств, кинотеатр, банкетный зал, дорожка для боулинга, смотровая площадка и даже цветочный магазин. Да президент может год из этого дома не выходить. К тому же он не такой беззащитный, как кажется на первый взгляд. Белый дом – это суперзащищенное место. Его периметр круглосуточно охраняет 500 офицеров полиции и еще 500 агентов в штатском. Секретная служба, а на крышах дежурят снайперы. Так что с этим домиком шутки плохи. Я не знаю, что там произошло, но парня, который что-то нарушил, они скрутили буквально за 5 секунд. Тут же приехала машина. Полиция не церемонится и обыскивает парня. Смотрите, как вышвыривают вещи из рюкзака. Не успела я моргнуть, как приехала пожарная машина. Excuse me? Yeah? Do you know what's happened? Somebody just got arrested. Yeah? Crazy. Парень оказался не в себе. Он хотел на велике проехать на территорию Белого дома и покататься. Сумасшедших гостей в резиденции президента хоть отбавляй. То кто-то спрыгнет на территорию с вертолета, то кто-то въедет на машине в ограждение. А один парень просто взял лестницу и перелез забор в шапке Пикачу. А мы с Шароном снова отправились по важным делам.
Слушайте, вам не надоел весь этот официоз? Шарон, а есть в Вашингтоне что-то повеселее, поярче? Да. Ну привет, самое чудное место в Вашингтоне. Кондитерский магазин It's Sugar. Именно тут белые воротнички отводят душу. Так, чем бы подсластить себе богатую жизнь? Маловато будет. Ну, мало. О, вот это уже солидненько. Гипержелейки. Желейный мишка. 1 килограмм. Хотя, чему я удивляюсь? Американцы же страдают пищевой гигантоманией. Мы не раз с этим сталкивались в Америке. Здоровенные бургеры, здоровенные коктейли, здоровенные пончики. Еще вишенки возьму. 800 грамм. Ну, маловато, ну, подходит. Это я Насте купил. Она такое любит. Самый большой в мире червяк. Желейка. Хочется еще печенюшек к чаю. О. Нет, друзья, не слипнется. Сенатор сказал, что дешевые хостелы есть в самом центре и не нужно ехать на окраины. И даже посоветовал один – DC Lofty. Hi, I need a bed for one night. There's a cool 6-bed dorm. It's $35 for one night. This is price with the breakfast maybe? Or just bed? It's just bed. Уже столько раз в США отдавала за койку $30 и каждый раз удивляюсь цене, как в первый раз. Окей. Но за эти деньги ты получаешь... Здесь можешь выпить кофе, как дома. Тут поработать с бесплатным Wi-Fi, как дома. А здесь посмотреть любимый сериальчик, как дома. Ну а спать придется не как дома, а как в плацкарте. Спасибо, хоть большие окна есть. За все мои путешествия с рюкзаком я поняла одно. Самое крутое в хостелах – это не дешевизна, а интересные люди, с которыми можно здесь познакомиться. Это Брайан. Он странствует по Америке пешком. I just walked 1,000 miles from What? Miami, Florida. Walked Without car, without car. No bus, no car, nothing. Вы слышали? Это же 2000 километров! Он уже 2 месяца в пути. Raising money for charity. Брайан – ветеран войны в Ираке. Когда он вернулся, решил до конца жизни помогать семьям погибших солдат. How much more to go? When I leave here, I have about 650 more miles. Знаете, иногда история простого парня вызывает больше эмоций, чем самые выдающиеся места. Take a chance. Live your life for just one night. No looking back. Вечером на Национальной аллее начинается световое представление. You're right, and I can't tell you. Все мемориалы подсвечены и выглядят просто волшебно. Благодаря сенатору я узнала, что можно ночью классно провести время, а именно погулять вот по таким потрясающим достопримечательностям. Вау! Томас Джефферсон. Вау. Мартин Лютер Кинг. Величайший борец за права афроамериканцев. Ух ты! Так здорово монумент отражается в воде.
И вообще, знаете, ночью все-таки сюда стоит приходить. Здесь практически нет туристов. И несмотря на то, что это центр города, здесь так тихо и спокойно, и по-особенному красиво. Жизнь, конечно, не сахар. Но всегда есть варианты. Спокойной ночи. Сладких снов. Your shoes are sick. Вашингтон – это город музеев. Кажется, здесь каждая вторая дверь – музей. Вот, например, музей естественной истории, где можно увидеть в полный рост тираннозавра Рекса. Вот музей федерального казначейства, где печатаются зелененькие доллары. Так вот ты как выглядишь. $1 миллион. А вот музей шпионажа, где показывают, куда шпионы умудрялись прятать камеры и жучки. Представляешь, вот в стене такая маленькая точка, а она тебя слышит и видит. Короче, музеев в Вашингтоне аж 220 штук на любой вкус и кошелек. Забудьте про очереди на рок-концерты известных артистов. Утро. Музей авиации. Вуаля. Поверьте, все самое интересное, что есть в Вашингтоне, показывают в его музеях. Поэтому от них не скрыться даже богатому туристу. Первым я выбрал музей для настоящих мужиков. Музей авиации. Ну, чтобы у вас не было вопросов, почему это вдруг богатый человек приехал в бесплатный музей, здесь парковка платная. И на бензин я потратился. В ангар авиационного музея свезли все, что поднималось в воздух и даже выше за последние 100 лет. Истребители, пассажирские лайнеры, самолеты-шпионы, ракеты и даже космические корабли. Знаете, я уверен, что это лучший авиационный музей в мире, потому что здесь собраны не копии, а оригиналы реально летавших самолетов. Ну, обо всем поподробнее. Это бомбардировщик Б-29 по имени Энола Гэй. Именно этот самолет сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима. А это Конкорд — сверхзвуковой пассажирский лайнер. Скорость полета 630 метров в секунду. Представляете, из Лондона в Нью-Йорк за 3 часа. Но в мире есть птички и побыстрее Конкорда. Я не могу сдержать своих эмоций, потому что я сейчас вижу самый быстрый серийный самолет в мире. Он развивает скорость, только вдумайтесь, 3700 километров в час. Артем, что ты какой-то кукурузник показываешь? Вот он, самый быстрый самолет в мире. Это самолет-шпион Blackbird. Черный дрозд. За все время существования этого самолета по нему выпустили около 4000 ракет. Но он был настолько быстрым, что ни одна из них не попала. Они просто не успевали за этим самолетом. Есть тут и самый крохотный самолет в истории авиации. Видели такую кроху? Мини-лайнер «Небесный малыш».
Конструкторы собрали его вручную прямо в гараже. Сложно представить, что этот игрушечный самолетик может взлететь. Это просто легендарная штуковина. Называется она Shuttle Discovery. Именно благодаря этой штуке мы с вами можем видеть космические фотографии, потому что именно Shuttle Discovery вывел на орбиту телескоп Хаббл, который эти чудесные фотографии делает. Целого дня не хватит, чтобы рассказать вам обо всех интересных штуках в этом музее. Так что приезжайте и сами все посмотрите. А мне пора в следующий. В Вашингтоне есть место, где можно встретить нынешнего президента. И прошлого, и даже первого. Да вообще всех. Это музей Мадам Тюссо. Обычно в музее восковых фигур Мадам Тюссо видишь копии звезд шоу-бизнеса и спорта. Но в Вашингтоне главные звезды – это президенты. Здесь собрали всех 45 президентов США. Ну что, погнали знакомиться? Первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. Именно он построил Белый дом, но, к сожалению, так и не успел в нем пожить. Джон Адамс. Особенностью его являлось то, что он держал домашнего аллигатора. Франклин Пирсон был настолько бестолковым, что даже его жена не поверила, когда его избрали президентом. Джеймс Мэдисон был самым маленьким президентом за всю историю США. Его рост составлял 164 сантиметра при весе 45 килограмм. Эх, малыш. Самый упитанный президент США. Говорят, что он несколько раз застревал в ванной Белого дома, и ему приходилось помогать, чтобы его вытащить оттуда. Эндрю Джонсон учил своего попугая ругательствам. Уильям Маккенли был изображен на купюре в $500. Вот почему я его никогда не видела. Джеймс Полк. Известно, что его жена молилась, чтобы Джеймс проиграл на выборах и не стал президентом. А все потому, что она хотела простой и тихой жизни. Не получилось. Кельвин Кулидж. Любил спать не менее 12 часов в сутки. Заметна разница, правда? Человек, который спит по 3 часа, и человек, который спал по 12 часов. И это я даже еще не президент. Дуайт Эйзенхауэр по полдня играл в гольф вместо того, чтобы править страной, и при этом все равно был избран на второй срок. Миллард Филмор? А кто это? Однажды Захари Тейлор совершил непоправимую ошибку, а именно выпил ледяного молока и закусил свежим 38-й президент. Друзья, вы уснете, пока я расскажу про всех президентов. Поэтому расскажу про самых известных. Легендарнейший Авраам Линкольн. Единственный президент, который до своего поста работал лицензированным барменом. Самый красивый президент Америки Джон Кеннеди. Поговаривают, что у него был роман с самой Мэрилин Монро. Жаклин, извини, но факты есть факты. Гарри Трумэн. При нем создавалась ФБР. Билл Клинтон. Я думаю, что о нем много говорить не стоит. Вы и так знаете, что он был очень выдающимся правителем. Респект и уважение. Джордж Буш-старший на свое 80-летие прыгнул с парашютом. Представляете? И Джордж Буш-младший однажды подавился пряником в Белом доме. Вашему вниманию предоставляется 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама. Первый темнокожий президент в истории Соединенных Штатов. Ну и ныне действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Кстати, единственный президент, который до этого был телеведущим. Намек понятен? А я продолжаю свой марафон по интересным музеям Вашингтона. Ух ты. Если вы приехали в столицу, обязательно загляните в галерею Артхаус. Сюда привозят самые дивные экспонаты со всего мира.
какие-то световые проекции, цветы. Эй, как-то не странно, все водят рук. It's you doing? Сегодня здесь интерактивные инсталляции. Это значит, что можно не просто ходить и смотреть, а участвовать. Ух, ничего себе! Обалдеть! Смотрите, они каким-то образом понимают, что я вожу рукой, и на стене появляются световые пятна прямо на рисунке. Я сам задаю траекторию. Ребят, это нереально. Вот как это работает. Сотни специальных датчиков захватывают твои движения, компьютер их обрабатывает, и проектор выдает изображение на экран в виде рисунков. Становишься художником, который рисует посреди всего этого 3D-мира. Как будто у тебя в руках появилась кисточка волшебная. Только у тебя в руках ничего нет. Чуть-чуть добавим желтого, да, желтого. И вот здесь еще флюшечку пустим. Неплохо. А здесь? Я провел здесь уже 30 минут. 30. По моим ощущениям, прошло всего 3. Здесь вообще теряешь ощущение времени. Это всем зрителям «Орла и решки». Кажется, что ты попал в какой-то магический домик. Сделал шаг, загорелся фонарик. Взмахнул рукой, и рисунок на стене стал живым. Все это новые технологии. Ну вот как они это сделали? Я рисую без кисточки и красок. Это волшебство, ей-богу. Здесь любой человек, водитель, слесарь, продавец в магазине, он становится художником. Ой, ребят, я замахался. Не в смысле мне надоело, а в смысле я просто устал махать руками. Самое прикольное во всем этом пространстве то, что волшебство не только там, но и здесь, в коктейлях. Вроде бы обычный коктейль, но вы берете свой телефон, направляете его на коктейль, и вот она магия. Такая штука называется дополненная реальность. Скачиваешь специальное приложение на телефон и вуаля! Все-таки в какое волшебное время нам посчастливилось жить, когда высокие технологии ничем не отличаются от магии. Интересно, в какую нереальность мы попадем еще через 10 лет? Друзья, в Вашингтоне очень много бесплатных музеев. А один теперь не просто бесплатный. Он еще и с приятным бонусом. Если понимаете, о чем я. Клад в Вашингтоне ищите на Национальной аллее возле галереи искусств. Пройдите еще 300 метров к саду скульптур и стоп. Бутылка со 100 баксами лежит в заборе. Бегом забирайте ее, пока полицейские не перепутали вас с террористом. Вашингтон — это не тот город, который за 3 года изменится до неузнаваемости. Он как будто создан, чтобы быть неизменным и строгим, как мемориал Линкольна. Стабильным, как доллар. Класс! И серьезным, как сама Америка. Единственное, что здесь меняется, это президенты и экспозиции в музеях. Обалдеть! Так что тут вас ждет стабильно интересный уикенд. Денег дай! Маловато, ну
Подходим. Эх, малыш. Какие-то ракетные ускорители сзади стоят. И это я даже еще не президент. Птушкин, открывай! Give me five. Чего? Суровый Вашингтон. Ой. Как всегда опаздывает. Ивлеева! О, Привет! здрасте, мордасти. Привет! Наконец-то. Привет! Ну, что ты там прячешь? Что? Подарок тебе, но я тебе его Подарок? не отдам тебе подарок, пока ты мне не расскажешь, как тебе столица США. Потому что меня этот город просто удивил. Ты знаешь, Антон, та же самая ситуация. Хотя нет, подожди. После того, как твоя машина ударила меня электрошокером или чем она там ударила, я уже думала, что все, уикенд пропал. И я хотел бы извиниться за тот, небольшой инцидент. Я просто, хотел потестить шокер, с кем не бывает. Вот, На куплю мне. тебе подарок. Подарок? Да. Ну давай же, давай, дари. Чего там у Настя, тебя? ты такое любишь. Причем это не только тебе, это тут и подругам твоим хватит на самом деле. Открой его. Открой, открой. Это крутая штука. Открывай, давай. Да быстрее. Нормальный? Быстрее, давай. Доставай. Так удобнее. Давай. Не в Таиланде же, Доставай. Антон. Давай, доставай. Тяни. Это что, съедобно? Конечно, это конфеты, Ивлеева, что ты подумала? Ладно, друзья, пока Настя радуется своему новому подарку, Ой, я реально? хотел вам сказать, что мы полетели перезагружать следующий город. Пушкин, а сладкое? Да сладкое, конечно, и съедобное. Оставь вкусно? мне немного. А что ты не с того конца начала есть? Бери вот зелененькую. Антон, слушай, Тебе зелененький, кстати, больше или красненький? Кстати, дурак. Слава богу, что мы в спинной камере, потому что такое детям показывать точно нельзя.